О чем вопросы-то? Вопросы, говорю, о чем? Что спрашивать будешь? Или это будет сюрпризом? Я не ехал в Израиль целенаправленно. Я здесь оказался по стечению обстоятельств, так сказать. Я уехал в Европу и пытался пересечь границу Восточной Европы с Западной, чтобы попасть в Голландию и там остаться. Но нас не пустили. И у меня единственный выход был пойти в израильское посольство и сказать, что у меня бабушка еврейка и мама. И мне там выдали билет и какую-то сумму на... уже не помню, какую-то сумму. Я приехал сюда на 2 недели. И вот эти 2 недели я... не продолжается. Я понял, что я могу, в общем-то, как-то жить в этой стране, когда впервые поругался на иврите. Когда я смог сам своими словами все выразить, и меня поняли, и я этот спор как бы выиграл, и все это произошло на иврите. Вот тогда для меня это было такое переломное. И еще, когда я смог пошутить, и ивритоговорящие люди засмеялись. И для меня это тоже было такое. Я смог рассказать анекдот. То есть я себя почувствовал полноправным каким-то участником этого карнавала всего. Я могу работать репортером и делать свое дело, которое я люблю и умею. Больше я ничего, в общем, делать не умею. Это по-моему, это фотографии сейчас. Да, посмотрим. Все фотографии. Непонятно, что с ними делать. Я думал залезть на какой-нибудь небоскреб, самый высокий в городе, и сбросить их все. Большими листами полетели над городом. Все. Аукцион. Егор Летов. Вообще по заказу. Панки тель-авивские. Ну, я иерусалимец по ощущениям, вообще это моя такая земля, я себя там чувствую хорошо. Иерусалим такой сложный город, в него можно приехать на 1 день и остаться там на 15 лет, как у меня было. А можно жить там 15 лет и в 1 день что-то такое почувствовать, и город себя буквально выталкивает, как вот из тюбика зубную пасту, и ты уже обратно не можешь въехать туда. Ты пытаешься вернуться, а он тебя выталкивает, ну, всеми там обстоятельствами, ситуациями и прочими. Государство должно помогать, обязано помогать художнику, потому что художник это больной человек, и его нужно поддерживать. То, что он делает, почему-то нужно тем, кто это так делать не умеет. Ну а как в Израиле с культурой может быть, если мы воюющая страна? Невероятная концентрация талантливых, одаренных людей, но это все такой котел, в который забросили все. И фрукты
фрукты, и овощи, и мясо, и рыбу, и птицу, и все это варится вместе. В какой-то момент я думаю, что появится израильская культура. Она похожа на европейскую, на американскую, на африканскую, на восточную, но сказать, что это вот израильское, вот это израильский театр или вот это израильское кино. Мы во многом сейчас подражаем, я даже не знаю, это, наверное, не подражаем, Я вырос в семье журналистов, и папа и мама были журналистами. И я всегда относился с трепетом к этой профессии. Александру Ходакову с благодарностью, Аркадий Райкин. 20 декабря 1965 года. Это мой отец снимал. Папа был фоторепортер ТАСС, мама была кинокритиком. Критиком советского кино. У меня особенного выбора не было, кем стать. Я ушел из школы, мне было 15 лет неполных, и начал работать в местных газетах фоторепортером. Опять же, потому что мои родители журналисты, и они меня как-то пристроили, чтобы я не шароебился по улицам и не курил анашу в городе Ташкенте. 85-й год. Смотри, 85-й год. Афганцы, солдаты, Афганистан, все дела. Я в какой-то момент чувствую, что мне нужно взять фотоаппарат и вот это зафиксировать как-то. Зачем, непонятно. Мне нравится, вот как оно как выглядит, и все собралось там, вот в этом участке, в этом отрезке пространства. Ведь мы же находимся в огромной как бы картине такой. Мы, если возьмем рамку, просто пустую, и будем прикладывать ее вот так вот к этой реальности, мы обязательно найдем несколько гениальных фотографий. Иногда я вижу вот в этом полотне куски какие-то, которые мне хочется вырвать и как бы их зафиксировать. Для себя, там, не знаю, для кого. А дальше непонятно, что с этим творчеством делать. Но, слава богу, у нас есть интернет, где мы можем это поместить и получить какие-то отклики, потому что творчество как бы нуждается в отдаче. Я ничего такого не сделал в этой стране, чтобы она стала лучше, скажем так. А хотел? Ну, как, в общем, мы все нормальные люди, мы все хотим принести какую-то пользу там, в тех делах, которые ты умеешь. Не то, чтобы я доволен тому, что я благодарен в чем-то этой стране. У меня смешанные чувства с Израилем. Конечно же, люблю эту страну. Очень по-своему. Но это не дом почему-то. Но любая конура, куда я попадаю, там снимаю себе какой-то ком, я пытаюсь создать такую иллюзию дома. Я там начинаю свои вещи как-то развешивать, расставлять, и у меня, ну, это понятно, что это не мой дом, это какая-то жилплощадь, но это дом, это нечто большее такое. О чем мы говорили? Вот, сейчас я занимаюсь больше видео. Я вот снимаю, например, кино про котят. Вот его из сосочки кормят. Давай, неси. Они у меня в кадре растут, так растут. И я не знаю, что из этого получится. Ну, получится какое-нибудь незамысловатое кино. Не знаю, творчество это или нет.
понятия не имею. Я так чувствую, что мне хочется это сделать. Я рыжий, понимаешь, я родился в городе Ташкенте рыжим. Мало того, что еврей, мало того, что там еще и рыжий. Там не надо было что-то еще там засовывать в ухо себе, чтобы как-то выделиться. Я был рыжий. Если из толпы выбирали, кому дать пиздов, давали рыжим. Если из учителей выбирали, кого наказать, наказывали рыжего. Поэтому у меня выработался такой, как бы, особенно не выебываться и поэтому я не искал того, чтобы громко как-то заявлять о себе. Какая-то наша выставка. Вот почему государство нам помогало, вот оно устраивало нам выставку в музее Тель-Авиве когда-то. Это уж не помню какой год, 2000, по-моему, если не ошибаюсь. Я вообще не представляю людей, которые едут сюда сегодня. Я не реализовался во многом в Израиле, не смог. Моя вина в этом тоже есть, и немалая. Но уже ничего, наверное, я бы не стал делать в этой стране. Если были какие-то... Потому что я разочаровался вообще в какой-либо деятельности по улучшению государства или... Ну, кацар моя. В общем-то, на что жаловаться? Все, по-моему, получили то, чего хотели. Нормальная еда, сносная одежда, охуевшие совершенно в конец дети. Так что все нормально. Я думаю, что это потерянная алия. Она во многом не реализовалась. Она вот... Свободу пусть играет! Нахуй с пляжа! Россия без Путина! Но в последние годы она очень изменилась, не в лучшую сторону. Сегодня любой твит – это журналистика. Любая сплетня – это журналистика. Я вообще не понимаю, для чего нужны средства массовой информации, если есть Твиттер. Непонятно, вот эти BBC, вот эти CNN, это все, что это такое? Это все 20 век какой-то. Ну, я не склонен винить страну, скажем, в том, что я не захотел Мой сосед, вот араб, от меня отличается, как жираф от носорога. Его понятие о культуре – это одна история, мое понятие о культуре – другая история. И нельзя сказать, что его культура хуже, чем моя, или чем, ну, как она другая. Иммиграция – это очень сложная вещь, но ты в какой-то момент ободуляешься и становишься глухонемым, и не говорить ничего не можешь. И в 25-30 лет начинаешь учиться писать или читать. А у тебя, в общем-то, есть уже жизнь какая-то сзади, ты и писать, и читать умеешь, и уже кто-то. Если есть в жизни возможность не эмигрировать, используй эту возможность, потому что иммиграция – это суровая история.